Мне трудно представить, сколько сил потребовалось компании InMotion и компании Kingston для того, чтобы воплотить и выпустить в свет два абсолютно новых инновационных колеса с подвеской. Анонсировали они их с разницей где-то в 5 дней, и это время пришлось как раз на самый пик пандемии. В то время, когда люди скорее думают о том, как сохранить свой бизнес или где найти денег на еду, нежели чем какое моноколесо выбрать для покатушек. Тем не менее, колесо является персональным транспортом, и кто его знает, как еще будет. Ну и кроме того, чем же заниматься дома в самоизоляции, кроме как не смотреть YouTube, смотреть, что происходит в мире и какие новинки появляются. Поэтому в этом выпуске мы рассмотрим презентации, мы рассмотрим то, как представили нам эти колеса, и попробуем угадать, чего же на самом деле от них ждать. Поехали! 3 апреля компания InMotion представила свое первое моноколесо с подвеской InMotion V11. И прямо следом, буквально через 5 дней, ее конкурент, компания Kingsong, анонсирует свой вариант первого колеса с подвеской Kingsong S18. Давайте быстренько пробежимся по этим двум презентациям. Начнем, разумеется, с InMotion. Главным нововведением в этом колесе является, безусловно, подвеска. Ее ход достаточно внушительный, 70 мм, но не стоит надеяться, что она полностью поглотит 7-сантиметровую кочку. Во-первых, это ход подвески вверх и вниз, а во-вторых, должен быть еще некоторый резерв. Так что останется от этих 70 мм, решайте сами. Принцип работы достаточно прост. Сам корпус колеса с контроллером и аккумуляторной батареей остается неподвижен. Амортизируют только педали, соединенные с подушками. Насколько будет удобно запрыгивать на бордюры с такой подвеской, покажет время. В InMotion V11 установлено 18-дюймовое колесо с шириной покрышки 3 дюйма. На мой взгляд, это самые удачные параметры для комфортной езды, хороший баланс между проходимостью, мягкостью и управляемостью. Если вы помните, на InMotion V10 компания решила сделать резиновую поверхность педалей. На V11 вернулись обратно к шкурке, громко заявив, что повысили сцепление на 20%. Маркетинг – дело тонкое. Про мотор гордо заявили, что он в 2 раза больше, чем у 10F. Признаться, что значит больше и какие с этого можно извлечь бенефиты, мне не совсем понятно. На контроллере мы видим 12 MOSFET, что позволяет говорить о максимальной мощности 3000 Вт, что в свою очередь должно положительно сказаться на безопасности. Это бесспорно приятно, но техническим прорывом это точно не назвать. На Kingston 16X, например, уже давно их 12. Для защиты от перегрева используются 3 вида охлаждения. Конвективный, кондуктивный и с помощью вентилятора. Куда будут деваться залетающая пыль или капли дождя, как быстро все это будет забиваться, насколько это будет герметично, я пока гадать не берусь, но очень надеюсь на лучшее. У компании InMotion, у всех производимых на данный момент моноколес, есть фара, но почему-то на презентации они решили показать не то, насколько фара стала ярче, чем, например, была в InMotion V10, а насколько их фара ярче конкурентов. И тут же приложили картинку зажигающейся фары, глядя на которую мне сразу стало больно за глаза встречных прохожих. Очень надеюсь, что световой пучок будет очень хорошо сфокусирован и не будет ослеплять. Продемонстрированная на видео ручка выглядит в целом стильно и гармонично. Заявляется, что она будет удобна для людей ростом до 2 метров. Даже с учетом того, что колесо достаточно высокое, верится в это с большим трудом. Очень порадовало заявление о более умной БМС. Заявленный объем аккумуляторной батареи в 1420 Вт-час по современным меркам не такой уж огромный, но тем не менее должен удовлетворить большинство запросов. 2 порта зарядки – это бесспорно прекрасно. Но мне кажется, было бы лучше, если бы вместо этого колесо комплектовали более мощным блоком питания. Еще в презентации говорили о максимальной скорости 50 км в час, говорили о боковых подушках, которые в 3 раза больше, чем у V10, о преодолеваемом уклоне в 35 градусов, говорили о прекрасном заднем фонаре и о подставке, на которую ассистент старался не дышать, пока ставил выставочный образец колеса, и умолчали про вес. Оно и понятно, ведь предполагаемые 27 кг ни одна благодарная за подвеску поясница не будет счастливо тягать ежедневно. Еще один момент обязательно стоит озвучить. В своем интервью компания InMotion заявила, что, дословно, новые моноколеса будут разрабатываться с учетом системы влагозащиты уровня IP67. В InMotion V11 они сделали IP55, то есть просто от пыли и брызг. Компания Kingston пообещала презентацию нового колеса в 2 ночи по Москве. Народ собрался, но выяснилось, что кино не будет.
Точнее, кино показали, но длительность его была несколько секунд, где по звуку стрельбы просто вращалось колесо, которое, ко всему, толком было не разглядеть. Но уже стало понятно, что это будет нечто необычное. Более-менее понятные фотографии появились на следующий день. В глаза сразу бросается дизайн, сделанный как будто бы с нуля. Это реально нечто новое, не похожее ни на что. Выставленный наружу амортизатор, да и в целом агрегат смотрится реально круто, спортивно. Сама подвеска, на мой взгляд, выполнена революционно и очень удачно спроектирована. В качестве амортизатора, по предварительным данным, будет использоваться двухкамерный DNM36, имеющий широкий спектр настроек, но все же достаточно простенький. Амортизатор стандартный, так что при желании его можно поменять на более крутой. Как это скажется на гарантии, мне пока непонятно, уточняйте у продавца. Корпус достаточно открытый. С одной стороны, туда явно будет лететь грязь. С другой, он весьма ортопедичен. Имеет углубление для икр, косточек ног и подхвата колеса ступнями для прыжков. Браво, Кинсон! Самым большим разочарованием для многих явился совсем небольшим по современным меркам аккумулятор – 1100 Вт-час. Но меня лично такой объем устраивает. Доставщиком еды я не работаю, и почти для всех задач мне этого хватит. В конечном итоге, если в какой-то день предстоит много перемещаться, то можно взять с собой блок питания, или же подумать о внешнем аккумуляторе. Вполне себе выход. А самым приятным параметром, несомненно, стал заявленный вес колеса – 22 килограмма. Это легче, чем весит Kinsong 18L с меньшим по объему аккумулятором и без подвески. Еще одним небольшим, но приятным бонусом стала 3-дюймовая покрышка, которая в паре с амортизатором должна обеспечивать внушительную плавность входа. Также ходят слухи, что компания Kinsong собирается сделать поперечную ручку. Надеюсь, она будет удобная. Очень приятно видеть, что переднюю фару они подняли максимально высоко. По яркости она, вероятнее всего, проиграет фаре InMotion V11, но я почти уверен, что света она будет давать достаточно. В комплекте сразу идет зарядное устройство на 2,5 ампера, способное зарядить девайс за 6 часов. Однако осталось много вопросов. Насколько надежное соединение мотор-колеса и контроллера? Или контроллера и аккумулятора? Ведь провода будут постоянно подвижны. Сколько параллельных цепочек аккумуляторных элементов будет использовано и будет ли это достаточным? По предварительным данным, их 3, что не так уж и много. Насколько удобен будет открытый корпус, насколько он крепок и безопасен, насколько вероятно и насколько чревато попадание элементов одежды в подвижную часть подвески. Понятно, что на вращающемся колесе будет кожух, но вся подвеска открыта. Кстати, а как быстро она залячкается и как часто ее, да и все внутренности, придется чистить? Вопросов пока больше, чем ответов, но тут лишь время покажет. Оба колеса не предоставили никаких данных ни по колонкам, ни по светодиодной подсветке. Скорее всего, их не будет. Кстати, внутренняя подсветка амортизатора Kinsong могла бы быть очень и очень эффектной. Вполне возможно, для этого хватит задней фары. Впрочем, предоставленные варианты не окончательны и, вероятно, будут еще дорабатываться. Так что ждем выхода серийных образцов и, как говорится, время покажет. И, возможно, для кого-то из вас мой обзорчик показался весьма скептическим, но поверьте мне, это вовсе не так. Я прекрасно понимаю, насколько непросто разрабатывать новый, абсолютно непопулярный пока еще на данный момент вид транспорта, насколько непросто его тестировать и насколько непросто его внедрять в жизнь. Поэтому я отношусь с огромным уважением и к компании InMotion, и к компании Kinsong, и к любой другой компании, которая производит моноколеса, которая идет вперед, несмотря ни на что. Желаю им удачи, желаю им развития. Надеюсь, что с каждым годом они будут становиться только сильнее и лучше. Ну, а вам я желаю найти свое моноколесо, пускай оно никогда не ломается, служит вам верой и правдой. С вами был Анатолич, канал Чертово Колесо. До новых встреч!